Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какую красоту мы будем с вами сегодня вязать. Сейчас в тренде очень модные различные воланы, рюши, оборки. Очень много. Посмотрите изделия известных дизайнеров. И вот я сегодня предлагаю вам связать вот такую красивую оборочку. Это узор номер 257 из книги Хитоми Шида «260 узоров». Смотрите, какая она красивая. Давайте посмотрим на схему, не будем много разговаривать. Раппорт узора составляет 16 петель. В раппорт узора входит половина одного элемента оборки, целый элемент и половина следующего элемента. Все эти условные обозначения, которые вам сейчас непонятны, мы будем провязывать, схема будет перед вами, я буду объяснять их в процессе вязания. Я только скажу общее, что я говорю всегда. На схеме петли показаны так, как они лежат на лицевой стороне изделия. По этой схеме очень удобно вязать по кругу. Мы просто вяжем все ряды лицевыми, читая их справа налево, и вяжем их по кругу, повторяя 16 рядов раппорта. При поворотном вязании лицевые петли, которые у нас в лицевых рядах, мы будем их вязать изнаночными петлями, а изнаночные петли, вот третий ряд, вот изнаночная петля, мы в лицевом ряду ее провязываем, а в изнаночном четвертом ряду мы будем вязать эту петлю лицевой. Пустые вот эти промежутки, это нет петли. Мы не обращаем внимания на эти промежутки, вяжем, дошли до этого промежутка, пропускаем его и сразу вяжем следующие петли. Эта оборка вяжется, когда мы вяжем изделие сверху вниз. Очень удобно, если мы вяжем регланом или круглую кокетку. И вот мы вяжем, дошли до низа и начинаем вывязывать эту оборочку. Если вы вяжете изделие снизу вверх, то целесообразно связать эту оборку, начиная с бросовых петель. Набираем на бросовую нить петли, вяжем эту оборочку, закрываем ее. Вот так вот она у нас закроется. Затем отплетаем бросовую нить, набираем петли основной нити и вяжем уже изделие. Я думаю, это понятно и это не сложно. Давайте будем вязать. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину 16 петель и один раппорт в высоту 16 рядов. Представьте, что у нас уже часть изделия связана, и надо будет вязать оборку. Я набрала 18 петель, но понятно, если у нас уже связано какое-то полотно, то никаких петель набирать не надо, а мы просто продолжаем вязание дальше. Итак, представляем, что мы продолжаем вязание. Первый ряд оборки. Мы вяжем его лицевыми петлями. Все петли в этом ряду лицевые. Вяжем второй изнаночный ряд. Не забываем, что мы петли здесь читаем наоборот. Одна изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 3 изнаночных. Снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И 2 изнаночных в конце ряда.
третий лицевой ряд, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой так, чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Разворачиваем лицевую петлю за заднюю стенку. У меня неудобно лежит изнаночная следующая петля, я тоже ее разворачиваю. Возвращаем обе петли на левую спицу и провязываем их лицевой. Сверху лежит лицевая скрещенная петля. Далее делаем накид и провязываем лицевую скрещенную. Вот я бы простую лицевую провязала сейчас вот таким образом. Я вяжу бабушкиными петлями. А лицевую скрещенную вот таким образом разворачиваем за заднюю стенку и провязываем лицевой. Далее будет 1 изнаночная, 3 лицевых. И повторяем вот такой же вот элемент, только он будет в зеркальном отображении. 1 изнаночная, лицевая скрещенная. Делаем накид. Теперь 2 вместе нужно провязать лицевой с наклоном в правую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Снимаем изнаночную петлю, не провязывая на правую спицу, и разворачиваем лицевую петлю 2 раза. Если ее 1 раз развернуть, то у нас не получится лицевая скрещенная. Возвращаем обе петли на левую спицу и провязываем лицевой петлей. Далее будет 1 изнаночная, 1 лицевая. В дальнейшем петли, которые мы вязали лицевыми скрещенными, мы в изнаночных рядах будем вязать изнаночными скрещенными. Сейчас их еще плохо видно, но дальше их будет видно очень хорошо. Вот они как. Вот эти рельефные петельки, их будет хорошо видно, и на изнанке вы не будете путаться. Даже если вы запутались, вы посмотрите на лицевую сторону. Итак, 4-й изнаночный ряд вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая. Вот следующая петля, вяжем ее изнаночной скрещенной. Я бы сейчас простую изнаночную провязала вот так, а изнаночную скрещенную мы тоже ее берем сзади и провязываем изнаночной. Далее накид провязываем лицевой петлей и снова вяжем изнаночную скрещенную. Далее будет лицевая, 3 изнаночных, лицевая, изнаночная скрещенная, накид вяжем лицевой петлей, изнаночная скрещенная, лицевая и 2 изнаночных. Мы провязали 4 ряда. Сейчас с 5-го ряда мы начинаем прибавлять петли, чтобы у нас получился воланчик, оборочка. 5-й лицевой ряд, 2 лицевых, и вот видите значок на схеме, это обозначает, что нужно из протяжки вывязать лицевую скрещенную. Из протяжки между петлями поднимаем вот протяжку, возвращаем ее на левую спицу, и вот за заднюю стенку мы провязываем лицевую петлю. Вот у нас никакой дырки здесь нету, и прибавилась 1 лицевая петля. Дальше вяжем дорожку ажурную между оборками, изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Делаем накид, лицевая скрещенная, изнаночная. Дальше снова вывязываем из протяжки лицевую петлю. Протяжку сзади подхватываем, опускаем ее на левую спицу и провязываем сзади, также за заднюю стенку лицевой петлей. Дальше будет 3 лицевых и снова лицевая скрещенная из протяжки. Затем
1 изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Далее будет 1 изнаночная и вяжем лицевую скрещенную из протяжки. В конце ряда лицевая петля. Прибавили петли в 5 ряду, 6 изнаночный ряд. Петли, которые мы вывязывали из протяжки, мы вяжем здесь изнаночными. У нас будет 2 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, накиды здесь мы вяжем лицевыми, изнаночная скрещенная, лицевая, 5 изнаночных, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая и 3 изнаночных в конце ряда. Как вы могли заметить, в изнаночных рядах мы петли провязываем по рисунку. Только накиды вяжем лицевыми, и где мы вязали лицевые скрещенные, их уже здесь видно, мы будем вязать изнаночными скрещенными. Я с вами еще привяжу пару рядов изнаночных, а дальше вы вот уже сами будете вязать. Это вот для вас уже будет никакой трудности не будет составлять. 7 лицевой ряд, 3 лицевых, изнаночная, 2 вместе провязываем с наклоном в левую сторону так, чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Делаем накид, лицевая скрещенная, изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, лицевая скрещенная, накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, чтобы сверху была лицевая скрещенная. Дальше будет 1 изнаночная, 2 лицевых. 8 изнаночный ряд, 2 изнаночных, петли вяжем по рисунку, 1 лицевая, только вот в ажурной дорожке вот эти 3 петли провязываем изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее до следующей ажурной дорожки все петли по рисунку. Будет 1 лицевая, 5 изнаночных, 1 лицевая, и вот она снова 3 петельки ажурной дорожки. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая и 3 изнаночных в конце ряда. Я думаю, что вот уже изнаночные ряды и видно хорошо, и понятно. В 9 лицевом ряду снова прибавляем петли. 3 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная, накид, лицевая скрещенная, изнаночная. Снова прибавляем петлю из протяжки. Правильно говорить, из протяжки между петлями. Далее будет 5 лицевых и из протяжки между петель вывязываем лицевую скрещенную. Далее ажурная дорожка, изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Снова вывязываем петлю из протяжки между петлями, лицевую скрещенную.
В конце ряда 2 изнаночных. 10 изнаночный ряд, 3 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, петли ажурной дорожки, лицевая, 7 изнаночных. Снова лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая и 3 изнаночных в конце ряда. Я думаю, что вам уже совсем понятен принцип провязывания изнаночных рядов. Одиннадцатый лицевой ряд, 4 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. Делаем накид, лицевая скрещенная, изнаночная, 7 лицевых. Одна изнаночная, лицевая скрещенная, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. 1 изнаночная и 3 лицевых. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, не забываем про изнаночные скрещенные в ажурной дорожке. И накиды вяжем лицевыми. Вяжем 13 лицевой ряд, 4 лицевых, вывязываем лицевую скрещенную из протяжки, снова здесь увеличиваем количество петель, далее петли ажурной дорожки, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево с верхней лицевой скрещенной петлей, делаем накид, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная из протяжки между петлями, 7 лицевых, снова лицевая скрещенная из протяжки между петлями, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, сверху лицевая скрещенная. Далее будет 1 изнаночная и лицевая скрещенная из протяжки между петлями. И 3 лицевых в конце ряда. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и не забываем про изнаночные скрещенные в петлях ажурной дорожки. 15 лицевой ряд, 5 лицевых, изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, сверху лицевая скрещенная, делаем накид, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 9 лицевых. И снова 1 изнаночная, лицевая скрещенная, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, сверху лицевая скрещенная. Далее будет изнаночная петля и 4 лицевых до конца ряда. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и не забываем про петли ажурной дорожки, где изнаночная скрещенная вяжется, накид вяжется лицевой и еще раз изнаночная скрещенная. Это, кстати, последний ряд раппорта. Ну вот и все. Мы провязали 16 рядов. Вот как должно получиться. Теперь нужно закрыть петли. Хитоми Шида предлагает закрыть петли по очереди
одну петлю закрывать изнаночной, одну лицевой. Я так попробовала, мне не понравилось. В общем, я закрывала петли с накидом таким образом, обычным способом. И я считаю, что совершенно не важно, как вы закроете петли на оборочке. Главное, чтобы это было ровно, красиво и эластично, чтобы край не стягивался. Вот как я закрыла. Вот что получается. Симпатичная оборочка. Мы научились с вами вязать вот такие симпатичные оборки. Рюши, воланы, как угодно. Ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Зовите к нам своих друзей, а я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!